Друзья, привет! Снова мы будем сегодня кататься. И снова на трамвае номер 3. Только я это видео уже назову, что трамвай номер 3 встал на свои рельсы. Хотелось бы сказать, что по обновленному маршруту, но нет. В прошлый раз был маршрут временный в связи с ремонтом улицы Садовой. Ну а сейчас улицу Садовую отремонтировали. Трамвай номер 3 ходит по-прежнему своему маршруту, и по нему сейчас мы проедем. Давайте переносимся на остановку и стартуем. Осторожно, двери закрываются. Садимся мы целенаправленно на не новый трамвай. На маршруте движутся в том числе новые Достоевские, трехсекционники, низкопольные, с USB-зарядкой, с кондиционерами, вот эта вся история. Но у них большой минус, у них не открываются форточки, как здесь. Здесь же я сейчас смогу целенаправленно высовываться в окошко, смотреть без помех, без затенения. Видите, как здесь тонированное окно, а в данном случае... Ну и пусть что он гремит. Я такие трамваи, такие вагоны называю погремушками. Но ничего. Так даже интереснее будет, надеюсь. Как вы могли заметить, мы стартовали в этот раз уже от Финляндского вокзала. Во время ремонта Садовой маршрут был изменен, и кольцо разворота было у станции метро Выборгская. Сейчас же мы маршрут повторяем с шестерки, но ровно до Троицкого моста. Там шестерка уходит у музея политической истории, у особняка Кшесинской направо, мы же на мост поедем налево. У нас на пути будет Аврора. Справа по ходу движения Петропавловская крепость, Троицкий мост, отличная панорама на Неву в сторону Васильевского острова. Это все по правую руку будет. Слева, после Троицкого моста, точнее так, забегаю вперед, справа у нас будет Марсово поле, а после Марсового поля слева будет Инженерный замок или Михайловский. И прямиком по Садовой до площади Репина. Мимо Гостиного двора, мимо Сенной площади, мимо Андреевского двора. Все увидим, все посмотрим. По возможности, конечно, буду влево-вправо бегать, но все будет зависеть от того, как в трамвае будет много людей и будет ли свободная форточка, в которой я смогу высунуться.
мы проезжаем гостиницу Санкт-Петербург с бизнес-центром деловой части. А прямо по курсу у нас мост через Большую Невку, Самсоньевский мост, Нахимовское училище голубое. И напротив него на вечной парковке Аврора. Впереди основная акватория Невы, слева Литейный мост. Направо у нас уходила Большая Невка в сторону Черной речки. В этом месте мы телепортировались на правую сторону. Выезжаем на улицу Куйбышева. По Куйбышева будет лучше пересесть на правую сторону. В чем еще, непримечательность, а такая положительная особенность прокатиться именно на трамвае, тем, что он выше, или по крайней мере вот эти старые вагоны, не низкопольные, они выше всех машин, которые будут справа и слева от вас. Ничего не загораживает обзор. Вот мы проезжаем как раз в музей политической истории. Левая часть — это тот самый особняк Кшесинской балерины. Ну и вот шестерочка у нас поворачивает направо. Мы сейчас здесь будем с видом
на Петропавловский собор, на шпиль с ангелом, поворачивать на Троицкий мост налево. На таких светофорных вынужденных остановках есть возможность покрутить головой, порассматривать все вокруг. Такая фора. Единственный минус, который я могу назвать путешествия на трамвае, это внезапные аварии на пути следования. И из-за этого начинают образовываться пробки, и трамваю просто не проехать. Вот у нас по правую руку проносится Заячий мост, Петропавловскую крепость на Заячий остров. Стены Петропавловской крепости в лесах, на реставрации. Ну и вот замечательная акватория Невы. Вид на стрелку Васильевского острова, здание биржи, по бокам астральные колонны, слева виднеется с башенкой Кунсткамера. В самой акватории Невы все готово для проведения алых парусов. Снуют кораблики. Вот мы видим, даже светотехника стоит на Троицком мосту, и по правой стороне сейчас пешком не пройти. Шоу будет определенное. Я про алые паруса. Прямо по курсу Мраморный дворец. Часть Русского музея. Советую посетить его. Как-то зачастую его туристы обходят стороной, хотя он прям у Марсового поля, на улице Миллионной, недалеко от Зимнего дворца. На этих фонарях в этом месте А с римской циферкой 3, Александр III. А сейчас мы здесь проезжаем с левой стороны памятник Суворову. Сама площадь называется Суворовская, хотя на площадь мало похожа, в силу того, что это по большей части просто дорога. Ну и вот Марсово поле. Шикарнейший, идеальнейший выстриженный газон. В клумбах пионы, кусты сирени.
Весной здесь было прям невероятно сиренево. Слева по ходу нашего движения будет летний сад. Сейчас будем ехать вдоль. Как правильно, да? Лебяжья канавка. Давайте я сейчас перебегу. Трамвай шатает. Ну, воды сейчас здесь не видно, но поверьте мне, там вода. Лебяжья канавка. Летний сад. Возвращаемся к Марсову полю. У нас уже виднеется, возвышаясь над деревьями, Спас на Крови. Сейчас он за знаком спрятался. Одна из башенок сейчас в лесах, как и практически весь Невский. Но в такую прекрасную погоду на Марсовом поле можно прийти, почитать книжку, или на лавке, или устроившись на пледе прямо на газоне. В принципе, ничего плохого в этом нет. Очень приятно. Ну а здесь на остановке у Марсового поля я вместе с вами переместился на левую сторону по ходу нашего движения. Здесь у нас инженерный замок. Здесь берет свое начало сначала река Мойка, далее она разветвляется налево канал Грибоедова, дальше Мойка сама по себе уходит. Ну и пока порассматриваем инженерный замок или Михайловский. Замок. У нас, конечно, сейчас по правую руку тоже музейчик. Часть русского музея основная. Здесь уже Михайловский дворец с парком. Переедем сюда. Улица Садовая, дом 1. Сколько мы уже вот по Садовой проехали, но за счет парка. Нумерация домов еще не начиналась. Но вот начинается участок по Садовой. Здесь мы пересечем Невский проспект прямо перед гостиными дворами. Очередной дом творения Росси. Сейчас здесь военная комендатура. Останавливаемся на светофоре перед Итальянской улицей.
множество кофеен, прямо даже в которые вам заходить не обязательно. Прямо окошко выходит на улицу. Кофе на ход ноги. Как вам такие балкончики? Прямо над аркой во двор. Тут же замечательная входная группа. Сразу лестница наверх. С первого раза нам светофор проскочить не удалось. Ждем. Ну и красавец Невский. Здесь в сторону Дворцовой площади. Слева по ходу нашего движения, я уж перебегать не буду, у нас остается Императорская публичная библиотека. Ну а справа смотрим на гостиные дворы с замечательной галереей по второму этажу, на которую можно выйти. Мало кто знает, но на нее вот сейчас даже двери видно открыты. Здесь можно зайти, подняться и выйти на галерею и прогуляться, практически сделав кольцо по всем рядам, да. Каждая сторона гостиных дворов имела свое название. Это был какой-то из рядов. Впереди у нас Стенная площадь. Сейчас мы пересекаем улицу Ломоносова. Со знаменитой Думской. СПбГУ, бывший Финек, а еще до этого Царский банк. Здесь вот забавное это здание. Раз, два, три, почти 4. Это бывшая контора завода Новицкого. Некогда очень долгое время это был свадебный салон, целиком весь. Но вот не так давно его перепродали, и теперь там кофейня. По-моему, даже во всем. Это было на Банковском переулке. Сейчас мы проезжаем Мучной переулок. Там у нас будет Мучной мост пешеходный через канал Грибоедова. Здание театра как-то
странно пусто выглядит. Ни одной афиши. Театр «Приют комедианта» назывался. Не знаю, что, почему такое случилось. Крадемся к перекрестку с улицей Гороховой. Мы не успеваем. Будем стоять. Вот обратите внимание, насколько мы выше автобуса, который справа от нас. И насколько вот, как хорошо, что мы так высоко и у нас такой замечательный обзор. Проехали Гороховую. Подъезжаем к Стенной площади. Спасский переулок будет. Некогда на площади был Спасский собор. Уже после войны, по-моему, в 50-е годы его снесли, взорвали. Были попытки уже в современное время начать его восстанавливать, но конфигурация площади уже современная. Вот, конфигурация площади, наличие станции метро, я так понимаю, не дают возможности воздвигнуть такое тяжелое сооружение. Давайте здесь переместимся на левую часть. Вот прям там в конце площади был Спасский собор. Здесь у нас прямо 3 выхода из метро. Это пересечение оранжевой, фиолетовой и синих веток. С каждой есть выход. Перебежал на эту сторону, потому что у нас здесь с левой стороны будет Юсуповский парк. Там, конечно, сейчас ограду реставрировали, и она была завешена, заставлена, в общем, не видна. Но сейчас проверим, вернули ли ее на место, во-первых. Ну и, в принципе, из-за того, что мы высоко сидим, далеко глядим. Момент хотел сказать. В принципе, сейчас здесь людей у нас прибавилось. Попутно проезжаем старейший технический музей. Центральный музей железной дороги. Вот сам Юсуповский парк. Про маршрут номер 3, про трамвай номер 3 и Стенную площадь. Вот этот участок, по которому мы сейчас уже едем, там от Стеной до площади Репина, в принципе, очень любят местные жители. Видимо, им удобно добираться до своего района. И вот на этом участке всегда больше людей, чем обычно. Вот так как мы едем днем, в будни людей пока мало. Но вот вечерочком здесь третий в этом месте забит.
Вознесенский проспект. Мы никуда не сворачиваем. Как забавно, детишек. Детишек водят. Жилетки одевают, светоотражающие. Слева у нас Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. По переулку Бойцова, вот это у нас стрелочка направо, можно прямиком выйти на набережную реки Фонтанки. Зачем вам эта информация, я не знаю. По Вознесенскому проспекту вы также выйдете. Там у нас по Вознесенскому проспекту на набережной Фонтанки с желтой башенкой университет путей и сообщений, путяга, так называемая. Ну а здесь у нас пожарная каланча, пожарная часть номер 2. В свое время, сейчас не знаю, проедем, увидим или нет, но тут пожарные шутить изволили. И прямо на балконе поставили манекен в пожарной одежде. И издалека это казалось, а он прям стоит. Как будто бы живой человек. Смотрит округу, не идет ли где-то дым. Ну а мы у Никольских рядов. Я там выше где-то что-то, по-моему, оговорился. Не Никольский, назвала как-то по-другому. Слева Никольские ряды. Справа у нас, не знаю, как будет сейчас видно или нет, у нас немножко все, не то чтобы и форточки заняты, а Осторожно, двери закрываются. все деревьями закрыто. Никольский собор. Ладно, остаемся пока здесь. Хотя нет, давайте все-таки метнемся. И я вам покажу район Семимостья. Да, это место, где с одного из мостов можно увидеть 6 других. И в итоге вы увидите 7 мостов. Можно здесь, конечно же, загадать желание. Ну и всяческое другое, что себе придумаете. Я заметил другой трамвай. Посмотрим нам навстречу. Страшно это выглядит, страшно.
Покровский сквер. Садовая у нас еще пока не заканчивается. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — набережная реки Фонтанки. Вот. Следующая остановка — набережная реки Фонтанки. Проезжая мимо дома Утюга на Фонтанке, окажемся на набережной. Следующая остановка — конечная для данного маршрута. Осторожно, двери закрываются. Сколько людей осталось? Буквально человек 5 вместе с нами. Дом Утюг. Сейчас мы его разутюжим. Справа Фонтанка. Под нами канал Грибоедова. С такими башенками Старокалинкинский мост. Ну а мы на площади Репина. Калинкинский сквер. Улица Садовая закончилась. Дальше там продолжается Лоцманская улица. Есть кольцо для разворота. И, наверное, нам здесь предлагают выйти. Нет? Нет, нам пока выйти не предлагают, но там, видимо, что-то скопилось много трамваев, и водитель трамвая, видимо, ему вручную надо перевести стрелку. Что-то он, видимо, вспышку пропустил. Попробуем выйти, наверное, сейчас здесь. Что нам ждать? В принципе, безопасность. Прокатились по... Солнце ярко. Прокатились по оригинальному маршруту номер 3, трамвай.
по всей Садовой до площади Репина. У меня, я не знаю, ребят, нет слов. Всем рекомендую. И в плохую, и в хорошую погоду. Вариантов не то чтобы тьма, но можно с комфортом. На как раз вот стоит Достоевский, новенький. Сейчас мы спереди снимем, как он выглядит. Такой в ретро-стайле сделатый, но со всеми плюшками современными. Ну, а можно и на том, которым мы сейчас ехали. Там уже есть форточки, уже можно открыть, можно высунуть голову в такую замечательную погоду и насладиться видами Петербурга с высоты трамвая. Путешествуйте по городу, изучайте Петербург, любите Петербург. Ну а я иду на следующую локацию и покажу вам еще кое-что интересное. Всего доброго.